Чё за... хрень? Да, пора завязывать с компьютерными играми. Ой, однозначно. Oh, man. Всем привет! С вами снова Витап. И это мой очередной, но скорее всего уже последний обзор на игры серии Worms. Почему последний? Да потому что я больше не вижу смысла делать однотипные ролики, мусоля одну и ту же тему который раз. Из года в год мы, фанаты Армагеддона, ждем от Team 17 новых, хардкорных червячков с продуманной механикой и сбалансированным геймплеем. А вместо этого получаем второсортные консольные проекты, выпускаемые ежегодно на манер серии Need for Speed, исключительно с коммерческой точки зрения. Но прежде чем взглянуть на то, что выдает нам конвейер 17-й команды в последние годы и поставить жирную точку во всем этом деле, давайте-ка вспомним, как все начиналось. Концепция самих Worms была придумана Энди Дэвидсоном для конкурса, который проводил в начале 90-х годов журнал Amiga Format. Однако тогда проект имел иное название — Total Wormage и остался без внимания жюри. Но позже был запримечен Team 17, которая, увидев фактически готовую игру, решила переименовать ее просто в Worms. И по большому счету, не внося никаких существенных изменений, уже с 95-го года начала выпускать эту игрулю на совершенно различных платформах, зарабатывая денежки на трудах Энди. До этого Team 17 занималась лишь издательской деятельностью, но успех Worms был настолько велик, что компания решила собственноручно заняться развитием многообещающей серии. Ведь игра опередила по продажам такие хиты, как Tomb Raider и FIFA 96. Но бесконечно портировать одну и ту же игру было нельзя, и тогда они выпускают в последующие 2 года дополнения под названием Worms Reformance и Worms The Director's Cut, которые добавляли в игру одиночную кампанию, редактор карт и исправляли всякие недочеты. Ах да, и конечно все это было не бесплатно и продавалось фактически как новые игры. 31 декабря 1997 года на свет появляется уже абсолютно новый Worms 2 с совершенно новой мультяшной графикой и механикой. Кстати, именно с Worms 2 и началось мое знакомство с этой серией игр. Мне она больше всего запомнилась наличием гибкого редактора оружия, при помощи которого можно было задавать совершенно безумную мощность и разброс снарядов. Ну что еще нужно для радости и веселья школьника-нуба? После годового затишья в 1999 году выходит уже сам Армагеддон, который стал последней игрой серии, в создании которой участвовал Энди Дэвидсон. У нас в России вместе с Worms World Party он был издан компанией Rusabit M лишь в 2002 году. Я даже помню, как в один день купил оба диска с этими играми. Но тогда поиграть в Армагеддон у меня не вышло, ибо по непонятной мне причине он просто не запускался. А вот World Party работала на ура, из-за чего о ее предшественнике я в будущем даже и не вспоминал. Собственно, сама мировая вечеринка, вышедшая куда раньше в Северной Америке и Европе, полюбилась многим игрокам, затмив собой старшего брата, хоть и являлась его небольшой доработкой, за счет которой Team 17 продолжала получать легкие деньги. В 2002 году выходит так называемый спин-офф под названием Worms Blast. Игрушка была сделана по такому же принципу, как и старая японская головоломка Puzzle Bubble. В самом же Worms Blast модельки червей были уже полностью трехмерными. Задники, в свою очередь, оставались старым добрым 2D, а пошаговый геймплей сменился баталиями в реальном времени. Играть можно было как из-за самих червей, так и за... скунса? Старушку, голубя, овечку Келвина. Блин, да у них даже имена есть. А некоторые персонажи и вовсе закрыты. Вам это все ничего не напоминает? Это что за покемон? Игра обещала нам кучу разнообразных режимов, которые на деле сводились лишь к обстрелу разноцветных блоков. Из-за своей однотипности она стала настолько провальной, что многие о ее существовании даже не знают и по сей день. Похоже, ее вообще выпустили исключительно ради эксперимента и разнообразия.
Двигаемся дальше. Спустя год разработчики решили всех удивить, и в 2003 году мир увидел уже полностью трехмерных червяков. Добавление оси Z понравилось далеко не всем. Для многих фанатов серии это было столь ужасно, как и для фанатов первых частей Fallout был перенос последней на 3 буквы. Но свою публику Worms 3D находит довольно быстро, и уже через год в наши руки попадает Worms Force Under Siege с очередным новаторским геймплеем. Да, идея была весьма интересной, но вот только реализовали ее чересчур криво, отчего, не сорвав зрительских оваций, игру в скором времени позабыли. 2005 год. В свет выходит Worms 4 Mayhem. Это все тот же Worms 3D после евроремонта, с добавлением разного рода плюшек, среди которых наиболее заметной стала фабрика оружия, где вы могли создать себе ствол, как говорится, на свой вкус и цвет. 2006 год подарил нам Worms Open Warfare, который вышел только на PSP и Nintendo DS. Черви вернулись в родное 2D. Это была уже наконец-таки новая игра с новым движком, новой графикой и новой механикой. Но, как вы понимаете, раз игра была заточена под портативные консоли, ничего сверхъестественного от нее ожидать не следовало. Это примитивная аркадная казуальщина для убивания времени, не более. В 2007 появляется расширенный порт Open Warfare под названием Worms HD. Во избежание путаницы с приставкой HD, Microsoft переименовывает игру просто в Worms. И дабы не запутаться окончательно, в итоге ее стали называть Worms 2007. Ах, да сколько же их наклепали. В этом же 2007 году Team 17 совместно с Two Tribes выпускает уже второй Open Warfare, точно так же на PSP и Nintendo DS. Все на том же движке, также с минимальными изменениями. Между прочим, сама студия Two Tribes на данный момент обанкротилась и была закрыта. Хотя кому до этого есть дело? На следующий год выходит Worms A Space Oddity под Яву и Nintendo Wii. Все те же яйца, только в профиль. Единственной фишкой игры, пожалуй, являлось фирменное управление японской консоли. Ну а новые режимы, собственно, как и вся игра, смотрелась так дешево и примитивно, что местами напоминала офисные игры. И вот, спустя 10 лет после выхода Армагеддона, разработчики решили сделать игрокам подарок. Взять и снова сотворить еще один шедевр с отменным хардкорным геймплеем, приятной анимацией, удобным управлением, огромным выбором вооружений в новой высокотехнологичной оболочке с применением всех современных технологий. Серьезно? Серьезно. Ну, конечно же, нет. Вместо этого Team 17 берет уже знакомый нам до боли мобильный движок, который они мурыжили вплоть до космической Одиссеи, и переводит его в высокое разрешение под третью плойку Xbox 360. Хотя, скорее всего, они просто для этого откопали свои исходники за 2006 год. И сие творение они нарекают Worms 2 Armageddon. Название как бы намекает, что это второй релиз червей на консолях, являющийся продолжением Worms HD, но никоим образом не вторая часть шедевральной игры 99 года. И раз уж в названии присутствует Армагеддон, давайте-ка, опираясь на это, посмотрим, что же изменилось за целых 10 лет. Вместо ожидаемого свежего и сочного проекта нам подсовывают всю ту же изрядно подгнившую мобильную версию червяков с тем же игровым движком, который на полном серьезе чуть ли не хуже некоторых современных флеш-игр. Анимация была отвратительной и деревянной, физика примитивной и убогой. По сравнению со старым Армагеддоном, оружейный арсенал был безжалостно кастрирован, а техника ведения боя вместо вдумчивых и тщательно планируемых ухищрений превратилась в казуальное мочилово с рандомной стрельбой, где по большей мере уже играл не скилл, а простая удача. Но проблем с пиар-компанией у Team 17 никогда не было. Они берут этот вымоченный в урине продукт дефекации и заворачивают в яркую, модную и блестящую обертку. В итоге народ на это ведется, и Team 17 за 2009 год только на одной Xbox-версии срубает $1,8 миллионов, выбиваясь в топ по продажам. Конечно, это не так уж и много по сравнению с заработками гигантов игровой индустрии, но все равно немало, учитывая, что игры серии Worms явно не стоят своих денег. В
целом, опыт команды и заработанные ими деньги со всей серии Worms являлись хорошим фундаментом для создания действительно новой и качественной игры. И чем же занимается британская компания в 2010 году? Неудивительно, но все тем же. Она берет свежеиспеченный Worms 2 Armageddon и портирует его на PC, просто переименовав игру в Reloaded. Даже консольный интерфейс и то поленились переработать. А яркое название «Перезагрузка» была лишь очередной частью пиар-кампании, на которую народ снова повелся. Причем игру они выпустили далеко не сразу. В марте 2010-го они запустили закрытый бета-тест, в котором и мне удалось принять участие. На разработчиков тут же посыпался шквал жалоб и недовольств. Игроки нашли много недоработок и багов. Но вместо того, чтобы выслушать все и всех, Team 17 закрывает бету под предлогом утечки клиента игры. В довесок, ссылаясь на то, что пользователи еще с первого дня беты начали выкладывать скриншоты и видео в сеть, хотя одним из условий тестирования была полная конфиденциальность. Можно подумать, они там Half-Life 3 разрабатывали. Игра появилась в Steam лишь в конце августа. Все это время ее якобы шлифовали, а в итоге снова вышел полнейший шлак, который после портировали еще под Mac и Linux. И что самое интересное, владельцы каждой из операционных систем были изолированы друг от друга в сетевой игре. Поддержки кроссплатформерного мультиплеера не оказалось. И под занавес 2010 года их конвейер выпускает Worms Battle Island. Эх, что же в итоге вышло? А вышло то, что нам продали одну и ту же игру 7 раз. Браво, Team 17! Так искусно дурачить народ удается далеко не всем. Причем все эти игры были не вкусным молочным коктейлем, а первосортным дерьмищем. Обидно за народ. Нашлось немало капрофагов. В 2011 году Team 17, внезапно вспомнив, что у них в закромах уже 6 лет валяется Worms 4 Mayhem, выпускает Worms Ultimate Mayhem, который, как вы, наверное, уже догадались, являлся обычной доработкой предыдущего с примесью старого Worms 3D. Куда же уходит вся выручка с этих игр? А ведь я вам еще не о всех спин-оффах поведал. Помимо Worms Blast были и такие проекты, как Addiction Paintball, Online Worms, Worms Crazy Golf и куча других мобильных версий. Причем серия Worms не единственный доход Team 17. У них также есть довольно неплохая серия игр Alien Breed. Стрелялка была действительно хороша. И прекрасно понимая это, наша чуть ли уже не родная от регулярности произношения британская компания штампует на своем конвейере 4 одинаковых игры этой серии. По данным из Википедии, народ подшучивал над сотрудниками Team 17, мол, они весь бюджет просаживают на пиво, а главу самой компании, Мартина Брауна, даже называли пивным пьяницей. У этой темы был собственный раздел на официальном форуме компании, который назывался «Пивной сад». Ах, вот оно что! Весь бюджет мы пробухали. Ну а кроме шуток, Мартин Браун еще в 2006 году заявил, что алкоголь более не употребляет в связи с диагнозом диабета. Кстати, еще до выхода Ultimate Mayhem в начале 2011-го Мартин покидает Team 17, в котором проработал 20 лет. А уже в следующем, 2012 году, после долгого перерыва, в Team 17 возвращается Энди. Но, как говорится, если где-то убыло, значит где-то прибыло. Возвращается он с новыми силами для того, чтобы поучаствовать в разработке новой игры прокольчатых, а также заняться и другими проектами. И пока не готовили нам новых вкусненьких червей, в социальной сети Facebook появляется флеш-версия Worms. У игры было огромное количество пользователей, с которых разработчики вытягивали деньги за покупку внутриигровой валюты. Вспоминается отечественный Wormix. Но дела компании пошли неважно, и проект вскоре пришлось закрыть. Закрыть вместе со всеми аккаунтами, в которые игроки вкладывали реальные деньги. Конец 2012 года. Октябрь. Что же Team 17 приготовила нам вместе с Энди? Очередной унылый клон предыдущих игр? Невероятно, но приготовили они нам действительно новое творение, созданное абсолютно с нуля.
Игра обрела новейший, воистину революционный для всей серии движок. Посмотрите на эту великолепную графику. Да с таким шедевром другие игры серии Worms больше не нужны. Пускай неудачники играют свой допотопный Армагеддон, у них наверняка ведь компы слабее современных смартфонов. А в Revolution у нас есть и интереснейшая одиночная кампания и головоломки, продвинутый редактор карт, широкий простор для самовыражения, интерактивные объекты на картах, деление червяков на классы, огромный арсенал оружия и реалистичная физика воды, открывающая игрокам новые тактические приемы. Разработчики были так горды своим детищем, что даже повылезали из-за кулис покривляться на камеру. Ну просто праздник какой-то, подумали бы многие, да только не я. Когда мне впервые довелось увидеть обложку игры, я задался вопросом: что это, мать вашу, за уроды? Ну зачем авторы превратили мультяшек в экземпляры для кунсткамеры? Визуальный реализм нужен далеко не всегда и не всем. Вы только прислушайтесь к этому звуку. Как реалистично и мило. Для полной радости остается только сделать уровень в виде прямой кишки. Какая гадость! Ознакомившись с игрой поближе, я понял, что это вовсе никакая не революция, а очередная халтура на более дорогом движке. К слову, новый движок показал себя не с лучшей стороны. У игры колоссально возросли системные требования, хотя графика там довольно посредственная. Если раньше старые вормы требовали мало, как дюймовочка, то Revolution жрет за семерых и не давится. Собственно, на этот счет и у меня возникли проблемы. Так-то на максимальных настройках игра идет у меня нормально, но стоит мне включить захват изображения фрапсом, как FPS падает. Да, железо моего компа далеко не топовое. В нем стоит паршивенький GTX 550 Ti на 1 гиг, который я брал исключительно ради игры в Мортик. Знаете ли, хватает за глаза. А вот оперативной памяти у меня ни много ни мало 16 гигабайт, да и просто еще в утиль сдавать рано. Видимо, как раз на такое железо и рассчитывали разработчики, дабы не заморачиваться с оптимизацией. Совершенно безумное количество полигонов везде, где только можно, абсолютно в каждом элементе. Так даже в альфа-версиях никто не делает. И неудивительно, что игра подтормаживает и у самих разработчиков. Это прекрасно видно по их трейлерам и видосам с выставок. Хваленая вода, которую создатели даже поместили на логотип игры, на деле оказалась киселем весьма сомнительного качества. Ее физика напоминала что угодно, но только не оксид водорода. Для сравнения, в игрухе Sprinkle для мобильников вода выглядит куда естественнее, динамичнее. Не то что ползучие сопли в Revolution. Также меня опечалил тот факт, что вода не проводит ток. Но хоть огонь тушит, и на том спасибо. Собственно, и эта игра не обошлась без косяков. Например, во время матча из настроек игры выпадают некоторые пункты меню. Выбирая оружие на ходу, анимация червя начинает подглючивать. В прыжке это смотрится так же нелепо, как и зацикленное парирование в воздухе. Джетпак может на какое-то мгновение исчезнуть, ну а старушка застрять в ландшафте. Вообще с застреваниями в этой игре сплошная беда. Особенно когда это касается искусственного интеллекта. Этот выкидыш некомпетентного программиста, руки которого явно растут не из подобающих мест, способен нагнать еще больше тоски на здешний унылый геймплей. Пока эта сволочь соизволит сделать ход, я даже успею кубик Рубика сломать. Местами его нерасторопность начинает раздражать, преимущественно, когда вы проходите миссии на время. Помню, как я, наверное, раз 20 пытался пройти на золотую медаль последний бой в воспоминаниях о стычке на ферме. Даже разработал целую стратегию последовательность действий. Сначала я освободил себе путь к вражеским червям. Затем, при помощи воды, избавился сразу от 2 супостатов. После еще от 1, следом снова от 2. В общем, ход за ходом убивал минимум 1 червя. И все бы ничего, да только между моими ходами недалекий компьютер долго тупил и еще раз тупил, забирая у меня драгоценные секунды. В конечном итоге, блестяшку мне все-таки дали. Потратил я на миссию чуть меньше 4 минут. Здешний задрот наверняка скажет: фу, нуб, да тут делов на 5 секунд.
Ну извините, переучиваться с механики Армагеддона на эту мне не хочется. Тем более, что игру скорее всего забудут через пару лет. Она уже отошла на задний план после выхода Clan Wars. А Clan Wars у нас на сегодняшний момент самая свежая игра серии, вышедшая следом за Revolution в 2013 году. Как и следовало ожидать, клановые войны являлись доработкой сырой революции, но позиционировали себя как новую игру, хотя по большей мере напоминали лишь аддон. Если смотреть на здешние вещи трезво, то невольно хочется выпить. Нет, я бы даже сказал нажраться, лишь бы не видеть всего этого. Как бы разработчики ни старались, Горбатова исправит только Мобила. Если вы не поняли, о чем я, так это о движке игры. Здесь он тот же, что и в Революции, и все так же ужасен. Черви все так же странно ведут себя на ландшафте, в котором по-прежнему можно застрять. Некоторые виды оружия обладают способностями жидкого терминатора, проходя сквозь стены. Бомбы страдают от цикличности взрывов, консистенция воды по-прежнему напоминает кисель, а взаимодействие червей с объектами — это вообще что-то. Вы только гляньте, как натурально ящик толкает червя по склону. Программисту нужно отдать должное. С таким же успехом я сам могу написать какой-нибудь бредовый код во флеше. Эх, 100 лет его не запускал. Так, для начала я быстренько нарисую жирного червя. Для большей омерзительности добавлю бликов и теней. Нарисую простенький ящик, присвою имя объекту. Для живности кадра научу это пугало моргать. Отмасштабирую. А теперь напишу наисложнейший код. Если происходит соприкосновение этой херни, то есть ящика с червем, то сам червь сдвигается по оси X вправо. Так, теперь я заставлю двигаться вправо и ящик, только по нажатии клавиши. Ага, вроде работает. Продублирую код, чтобы все это работало интенсивнее и быстрее, и теперь посмотрим, что же у меня получилось. Все, Team 17, берите меня к себе на работу, моих знаний вполне хватит для вашего уровня. Единственным годным нововведением игры стал прикрученный к ней Steam Workshop, в котором любой желающий мог создавать свой собственный игровой контент. Маленькие дети обожают свои личные сумочки, мешочки и рюкзачки. А еще шапочки, масочки, плюшевых мишек и прочую хрень. Между прочим, у нас в России игра до сих пор не была официально издана, из-за чего стимовская версия все еще не имеет русского языка. И единственное положительное впечатление о игре у меня вызывал лишь этот звук, который напоминал мне об игре детства. Нет, в целом Clan Wars это действительно хорошая игра, но, увы, это даже близко не шедевр 99-го года. Большинство людей так и не понимает, ну что хорошего в этом Армагеддоне? Почему на протяжении долгих лет на серверах всегда есть народ? Что в нем есть такого, чего нет в том же Clan Wars, Revolution и Reloaded? Игровой механики, ребята, игровой механики. Возможно, некоторые из вас не поймут, что я имею в виду, поэтому постараюсь пояснить доходчиво. Игровая механика — это совокупность формул, правил и таких элементов, как интерфейс, дизайн, баланс и управление, направленные на взаимодействие с игроком. Причем, когда я говорил об управлении, то имел в виду не кнопки на клавиатуре, а такие параметры, как скорость перемещения персонажа в игровой среде, силы трения объектов, реалистичное покачивание камеры и многое другое, которое должно гармонировать с анимацией, озвучкой и другими составляющими игры. Управляя персонажем, вы чуть ли не должны чувствовать его массу тела, словно сидеть в его шкуре, ассоциировать себя с ним. Здесь объединяется нелегкий труд программистов и художников, при успешном взаимодействии которого игра получает, ну хоть и не бессмертие, то по крайней мере огромную реиграбельность. Давайте вспомним такие игры, как Warhammer, Diablo, StarCraft, Warcraft, WoW, Lineage 2, Counter-Strike 1.6, Quake 3 Arena, Unreal Tournament, первый Half-Life и кучу других. В этих играх нету крутой современной графики, нету продвинутого физического движка, в некоторых нету и сюжета, но есть та самая механика, которой, увы, нету в последних частях Worms.
Еще во время беты-перезагрузки разработчики не могли понять тестеров, что им не нравится в новых червях. Ведь здесь все то же самое, что и в олдскульных вормах. Базука, гранаты, овечка, веревка. Такое же оружие, даже есть новое. Игра тоже в 2D, все то же самое. Ну так-то да, но все это попросту не работает без той самой механики, которой в Reloaded вообще нет. И никакая крутая графика игру не спасет. Игра должна приносить эстетическое удовольствие и удовлетворять требования как и нубов, так и прогеймеров. Все по той же причине некоторые и по сей день играют на эмуляторах в Sega и Dendy. Практически в самом начале своего пути разработчикам удалось создать действительно великолепную игру. Да, визуально Армагеддон сейчас смотрится весьма скудно, но вся красота кроется внутри, и чтобы ее увидеть, нужно хорошо уметь в него играть. Игра обладает весьма сложной и продуманной механикой, передать которую словами просто нельзя. Ее нужно пощупать собственными руками. Любое действие, будь то обычный выстрел из базуки, может вылиться в сложнейший расчет траектории, на который влияет множество различных факторов. Метание гранат здесь довольно филигранный процесс, требующий от игрока колоссальных навыков и опыта. Вообще любое оружие в Армагеддоне — это отдельная наука, на изучение которой нужно немало времени. Даже непредсказуемая на первый взгляд радиоракета все же имеет свою закономерность и принципы поведения. Ну а механика веревки — это отдельная и довольно обширная тема, которой я уделил немало минут в своих предыдущих роликах. Кстати, некоторые говорят, что веревка в старых червях нереалистичная и напоминает им стальной трос, овладев которым вы становитесь фактически непобедимым. Да уж, неправдоподобная веревка — это такая проблема. Да это вообще не проблема, а наоборот преимущество. Вот скажите мне, зачем вам нужна реалистичная веревка в игре, где червяки стреляют в друг друга из базук, кидаются овцами, кротами и еще летают на джетпаках? Ну вот, сделали ее в Revolution реалистичной. И что, нравится? Весело? Увлекательно и динамично? Ага. Давайте тогда уберем из Quake 3 Arena или Team Fortress 2 Rocket Jumping. Пускай паутина Человека-паука будет хрупкой, и он постоянно будет падать. Реалистично же, но уже менее весело. Однако, все же нашлись игроки, которые смогли выдавить из Revolution нечто похожее на ропинг Армагеддона. Да, впечатляет, но это совсем не то. Лично для себя потенциал Армагеддона я раскрыл совершенно случайно. Еще 12 лет назад, не успев толком освоить World Party, я бросил ее ради других современных и более красивых игр того времени. Лишь осенью 2008-го я вновь вернулся к Армагеддону. На тот момент я имел уже полностью рабочую версию, железо моего компа тоже было весьма годным, а вот с интернетом была просто беда. Так уж вышло, что пределом моих возможностей выхода в мировую паутину являлся Siemens C65, подключенный к компьютеру через инфракрасный порт. Причем ловил он не 3G и даже не Edge, а еле живой GPRS, максимальная скорость которого была еще хуже, чем на диалапе. С таким интернетом я не то что не мог играть в сетевые игры, я даже страницы в браузере прогружал по полчаса. Но как ни странно, при всем этом безобразии, с дичайшими лагами Армагеддон по сети у меня все-таки пошел. Дело в том, что игра пошаговая, и это давало огромную фору пингу, который в свою очередь превышал 1000 миллисекунд. Когда вы делаете ход, лагов нет, ваши движения словно фильм передаются кусками вашему оппоненту. В основном они появляются между ходами, так что вы спокойно можете играть по сети, даже если живете на необитаемом острове в бункере, где едва ловит интернет. Онлайн целиком и полностью перевернет ваше представление об игре, но чтобы в него попасть, необходимо установить свеженький патчик, который, между прочим, выпускает не Team 17. А кто же, спросите вы? А вот это весьма любопытный факт. Буквально сразу после релиза Армагеддона мировой вечеринки разработчики принялись клепать новые игры, совершенно позабыв о старых. Но одному из фанатов Армагеддона захотелось улучшить любимую игру. Звали его Дэвид Элсворth, известный также как Dead Code. Доказав Team 17, что он является искусным программистом, Дэвид получает исходный код игры, при помощи которого и начал создавать обновления.
Позже, в сентябре 2006 к нему присоединился Владимир Пантелеев, известный также как Cyber Shadow. Именно благодаря этим ребятам Армагеддон все еще жив. Теперь они вместе делают патчи и по сей день, не получая за это вообще ни цента. Team 17 просто проверяет их обновления, а потом публикует у себя на сайте. Именно поэтому патчи выходят так редко. Ребятам за них не платят. Все делается на энтузиазме. На сегодняшний момент ими было сделано более 30 патчей, в отличие от мировой вечеринки, на которую был сделан всего лишь один. Кстати, именно с согласия Мартина Брауна Дэвид и Владимир получили доступ к исходникам Армагеддона. Если бы не он, то скорее всего никаких обновлений для игры и не было бы. Так что за это ему отдельное спасибо. Не так давно Владимир и Дэвид побывали в Менло парке с собственным докладом, посвященный среде программирования D. У них есть более серьезные проекты и цели, так что развитие Worms Armageddon стоит приоритетом ниже. Единственным человеком из состава Team 17, который приложил руку к Армагеддону с момента прекращения официальной поддержки, был Чарльз Блессинг. Он обновил рендер игры, улучшив совместимость с современными операционными системами, хотя Дэвид и Владимир без его труда сами добивались в этом немалых успехов. Поводом для его работы послужило внедрение игры в Steam, которую они нынче продают в нем по 300 рублей. Вот и выходит, что ребята трудятся, а деньги получают только правообладатели. Причем, когда была распродажа в честь 18-летия серии, Армагеддон стоил наравне с самой революцией. Впрочем, это неудивительно. Я не понимаю разработчиков, зачем они ежегодно изобретают велосипед? Ведь все уже давным-давно создано. Но нет, жизнь коротка, нужно попробовать все. Сначала мы сделаем нормальных классических червей, потом доработаем их и получим шедевр, затем бросим его, создав унылый пазл. Потом окунемся с головой в 3D, в дальнейшем вернемся к 2D, потом снова к 3D, ну а теперь мы вообще слепим и 3D, и 2D вместе. Посмотрите на Rayman Origins или Legends. Здесь безумно красивая графика, наиприятнейшая мультяшная анимация и веселый динамичный геймплей с безупречной механикой. И все это в 2D. Вот что должна сделать Team 17 вместо того, чтобы ежегодно наступать на собственные грабли. Но почему бы просто не взять более надежную, проверенную модель и улучшить ее? Вот, посмотрите, что будет, если в старенький Армагеддон вставить анимированный фон из последних частей. Совсем другое дело. А если еще перерисовать все игровые спрайты в HD качестве, то игре цены не будет. Но, похоже, ничего подобного ждать от британской компании не стоит. Я знаю людей, которые целиком и полностью разделяют мою точку зрения, но все равно отдают предпочтение новым червям. Они говорили мне: да, ты совершенно прав, и многим уже доказал, что Worms Armageddon на самом деле сложная тактическая игра, не уступающая шахматам. Здесь действительно нужно много думать и просчитывать несколько ходов наперед. Да вот только нам не нужны шахматы. Мы хотим простую веселую войнушку между смешными и забавными червячками, с красивой графикой и приятной атмосферой, где можно швыряться бананами и святыми гранатами, дико угорая в компании друзей за одним компьютером. Наклепав десяток казуальных игр для детишек и так и не создав ни одной достойной замены Армагеддону, Team 17 снова пополняет ряды издателей, но и анонсировать новую часть Worms, разумеется, не забывает. Леди и джентльмены, встречайте Worms Battlegrounds! Got the airstrike already. I think right was a super sheet, perhaps. There we go. And back again as well. Airstrike. Да, черт возьми, они просто взяли Clan Wars и обозвали по-другому. Ситуация с Worms 2 Armageddon и Reloaded повторяется. Вот это я понимаю, вытереть об народ ноги. А что народ? Народ только этому и рад. Хихоньки да хахоньки. Грустно все это.
Спрос рождает предложение. Пока люди без разбора хавают все, что им дают, Team 17 так и будет печь пресные булочки. Не знаю, как для вас, а для меня эта компания уже давным-давно мертва. Но ведь это не важно, а важно то, что Армагеддон все еще жив и будет жить еще долгие-долгие годы. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Jungle, watching a fake betrayal. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on. Get the cool, get the cool to shine. 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 Day to the bump, day to the bump, day to the bump, day to the bump. I can't breathe down here, come back.